Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за прямыми эфирами. Немного подзадержались, все как всегда, знаете, вот эти тонкости, клеммы интернета. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую, Александр. Всем зрителям тоже привет, особенно в прямом эфире. Да, все вживую, друзья. У нас 20:14, почти четверть девятого по Киеву, по Москве на час больше, по Европе на час меньше. В общем, спасибо всем большое, что все-таки мы вместе. И сразу маленькое объявление, пожалуйста, подпишитесь на Семена Уралова в Телеграме. Он тоже и трансляции проводит, в частности, этот эфир тоже можно посмотреть. Конечно же, да, как говорится, несмотря ни на что, да, особенно с Телеграмом, последние новости. В общем, мы обсудим все очень подробно. Телеграм-канал, милости просим, чистота понимания, вперед, Семен Уралов, отмечен как пользователь YouTube. Подпишитесь, поставьте лайк этому эфиру, и ваши вопросы для финальной сессии вопросов и ответов мы ожидаем непосредственно уже вот в финальной части. Клуб зрителей Шелеста, сообщество YouTube и чат трансляции. Все как всегда. Есть вопрос для старта нашего сегодняшнего разговора, и он важный. Он в вопросе звучит следующим образом. Когда вы перестали любить Украину? Он такой сразу дерзкий, резкий, провокационный. И варианты временные. Варианты понятные, да, в нулевых, в десятых, в двадцатых, или не перестал любить Украину. Вот такие варианты. Проголосуйте. Мы в конце как бы сверим температуру по больнице, но ведь тут же на самом деле замешано ведь очень многое. Мы сегодня будем говорить об хитросплетениях политики. Там сейчас гуляет, спасибо Блумбергу, план возвращения России в долларовую систему после окончания войны. Вот эти 7 пунктов, там пакет Дмитриева. Это все очень интересно. Но прежде всего очень важно. Нам подменяют как бы одну любовь на другую. Нам подменяют одни чувства на другие. И вы знаете, кажется, что мы очень легко это делаем. И это говорят нам люди, которые там защищают ТЦКшников, нам говорят об этом люди, которые там говорят, что все правильно с точки зрения войны, люди, которые говорят, что вот эта любовь правильная, все остальные подождут, да? И это все проявляется на олимпиадах, в жизни, в экономике, в образовании, везде. Исходя из этого опроса, вот как бы вы ответили? Мне просто потому, что у меня позиция сформирована давно. Украина сгорела в Доме профсоюзов. То есть 2 мая 2014 года окончательно исчез объект, который можно было любить или не любить. То есть все. После этого Украину правильно считать пост-Украиной. Вот. Поэтому мне просто в моей картине мира. Угу. Друзья, в общем, поддерживаете вы. Ну, я так понимаю, что это тогда в десятых вариант ответа. Мне проще, потому что у меня есть конкретное число, когда я считаю, что она сгорела. Ну, то есть точка отсечения у вас есть. Друзья, пожалуйста, найдите вы свою точку отсечения. Хотя вот очень многие говорят, что все равно любят Украину и сейчас. Голосуйте. В конце посмотрим на результаты. Начнем, пожалуй, сегодня с такой достаточно яркой новости. Россия включается в игру «А что будет после войны?». Bloomberg публикует подробный план. Очень, кстати, интересный план того, что они чего не ждут по оконцовке в отношениях именно с американцами. Началась неделя с достаточно критических высказываний Лаврова в адрес американцев и говорит, никаких радужных перспектив у нас нет. Дух Анкориджа как бы уже ощущают как такой душман Анкориджа. Очень такой резкий смрад Анкориджа. Но, тем не менее, сегодня Bloomberg публикует документ, и там 7 пунктов. Значит, долгосрочные авиационные контракты, модернизация авиапарка, совместное предприятие по добыче нефти СПГ, включая шельфы, труднодоступные
месторождения, предоставление льготных условий на возвращение американских компаний в Россию, сотрудничество в области ядерки, искусственного интеллекта, возвращение России к долларовой системе расчетов, в том числе, возможно, операции с энергоносителем, сотрудничество в области сырьевых материалов, таких как литий, медь, никель, платина, и совместная работа по продвижению ископаемого топлива как альтернативы идеологии защиты климата. В общем, замешивается на редкоземах еще и идеологическая составляющая. Как вы отнеслись к этому документу? Это и есть предложение Дмитриева, все на него сразу подумали. Это черновик или это действительно такой знаковый переход России? Вот Украина давно уже бьется с американцами о процветании, о том, что будет потом, посчитали уже 800 миллиардов, а Россия вот только включается. Зачем после всего того, что произошло, ну вот, на протяжении последних дней? Ну, тут надо разделить на два, так сказать, потока информационных. Один информационный поток – это через какие каналы коммуникационные был внедрен вот этот вот список, то есть с какими целями, что он показывает. А второе – это, собственно, то, что называется переговорный трек, который идет между Москвой и Вашингтоном, который идет по двум контурам. То есть он идет по контуру, собственно, государственному, то есть через институты, это Министерство иностранных дел, и есть некий спецконтур. Вот. Спецконтур, связанный именно с политэкономическими противоречиями. Тут же что очень важно, и это, в общем-то, проблема всей, наверное, постсоветской вот, политологии и там, политической журналистики, что у нас политэкономический подход, он ну, как-то в стороне оказывается. Да? А тут мы видим именно классику политэкономии, когда увязываются ключевые интересы игроков с возможными политическими решениями. Потому что каждый из этих пунктов, он же глубоко противоречит той кипе санкций, которые были приняты еще с 2014 года. То есть Россию уж обкладывали, так сказать, системно и давно. И считать это, ну, чем это можно? Приемом, как Гордиев узел был разрублен Александром Македонским, там же, напомню, никто не мог развязать, и вот так раз мы и быстро это все сделаем. С моей точки зрения, это невозможно. Это невозможно так же, как невозможна быстрая остановка уже войны, ну, вот то, что переросло СВО, а до этого, что АТО бы неизбежно привело бы к войне с Россией. То есть это длинные исторические процессы, которые закручиваются годами, если не десятилетиями. И из них не может быть быстрого выхода. И какой здесь главный сюжет? США под влиянием собственного кризиса снова начала большую игру на рынке энергоносителей. И в первую очередь на нефтяном рынке. Да? То есть, несмотря на все рассказы о новой, значит, экономике, высоких технологий и прочего, все равно все увидели, что базой является энергетика. Да? Ну, причем в разных ее формах. Это и атомная, ну и, конечно же, нефтяная, которая является одновременно источником энергии, а также источником основных материалов, да, ну, имеется в виду пластика. И США системно на этом рынке возвращает себе мировое лидерство. Я напомню, что 10-15 лет назад такими проектами были, например, ну там же не только нефть, это же так называемый нефтегазовый сектор, да, но вот, собственно, проекты сланцевой нефти добычи. В частности, ну, под что еще, когда Байден был вице-президентом, да, и когда вот вскрылись первые вот эти вот скандалы коррупционные вокруг украинских властей, как раз с добычей именно сланцевого газа, это как раз на границе Харьковской, по-моему, и Луганской областей, ну вот где-то вот возле вот Славянска вот еще было в проекте. Ну там да. несколько было этих пятен залегания, да, и в этом смысле американцы действуют системно, то есть они следят за новыми технологиями. Сейчас мы не будем обсуждать, где там был спекулятивный элемент, где нет.
по факту проект был и запущен, и компании возникли, и теперь в США, как бы то ни было, вот, остаются одним из лидеров на технологическом рынке, то есть они умеют добывать, перерабатывать, доставлять и защищать. И, соответственно, они приступили к переделу. Да? Венесуэла, конечно же, это борьба за мировой нефтяной рынок, причем тут идет так называемая игра с нулевой суммой. США стараются не только наиграть себе, но также ослабить главного своего конкурента, это Китай, потому что Китай в этом смысле нефтегазодефицитен. Если Россия нефтегазопрофицитна, то, а для Китая, я напомню, нефть это в первую очередь сырье для производства всего в мире пластика. И, соответственно, вот эта вот длинная игра, как они себе там эти стратегии построили, она заключается в том, чтобы Россию, ну, если не перетянуть в свой лагерь, да, то, по крайней мере, ну, скажем так, не давать интегрироваться на, скажем так, юго-восточном азиатском направлении. И поэтому все вот подобного рода проекты, они, собственно, со стороны США, ну вот как я это воспринимаю, да, они, в общем-то, идут в рамках реализации стратегии соблазнения России, вот, того, что все может вернуться на круги своя. А может... Но для меня это все версии Минских соглашений. Подождите, а То есть может попытка... вернуться? Стойте. Сейчас мы про Минск поговорим. Не Сегодня, может. кстати, 11 лет, да, ну, мы понимаем, то есть такая годовщина. Причем я заметил, 10 лет Минску как-то так пролетело, всем как-то было плевать, а вот об 11 все задумались, да, особенно на фоне этих переговоров. А может все вернуться, как было, между США и Российской Федерацией? Нет, как было, вернуться все не может. Вот, потому что Россия несколько лет системно проводила зачистку как, с одной стороны, агентов влияния внутри себя, так, самое главное, нас же отрезали от мировой финансовой системы, да, ну, еще в 2014 году начали, ну, а дальше и, по большому счету, вся постсоветская экономика до вот этих массовых санкций, она же была глубоко-глубоко периферийна. Ну, то есть, это была такая самоколонизация, не только российская, всего постсоветского пространства, когда мы привязали свои валюты в основном к доллару. Кто-то к евро, ну, вот, например, в Молдавии, да, там все в евро считают. В Белоруссии как бы в долларах. В России с этим системно боролись. Вот. Ну, в общем-то, где-то вытесняли, но на мировом рынке все равно это оставалось. И все это происходит, конечно же, со скрипом. Вот. И все это происходит очень непросто. У нас эксперты критикуют наши монетаристские власти, ну, почем зря. То есть, ну, причем системно атакуют, что, значит, вы продолжаете такую же монетаристскую политику, как, ну, научились в Штатах, вечная инфляционная экономика, деньги постоянно дешевеют из-за этого, ну вот это уже я через профдеформацию когнитивной войны, из-за этого народ, который живет в этом биржевом инфоритме, всегда нервный, вот, потому что ты не успеваешь заработать денег, вот, как они начинают дешеветь. И, конечно же, в этой ситуации в рамках долгосрочного проекта по удушению российской экономики и ее колонизации, американцы увидели, что взять с наскока не получилось. Ну, потому что расчет же был какой? Что сейчас годик-другой и все посыпется. Ну, деньги проедят, которые были. Вот, технологий, в общем-то, никаких своих нету. А с помощью санкций мы обрубим возможности импортировать технологии с Востока. Но не получилось у всех, так сказать. Вот. И пост-Украину взять нахрапом не получилось. И российская экономика не разрушилась. И самое главное, что мы сейчас видим, мы видим, что падает доля как раз нефтегазовых доходов в общем пироге ВВП. Конечно же, ВВП – это очень странный такой инструмент, он очень условный. Ну, потому что вот там я вам одолжил 100 рублей, вы мне одолжили 100 рублей. Вернули, да, вот ВВП вырос на 200 рублей. Поэтому там, конечно же, надо более глубоко смотреть. Но вот то, что мы видим, потому что у нас же еще в России начался этап секретономики,
То есть у нас засекречивают многие статьи как раз импортные, экспортные, контрактные. Вот. Но все равно мы видим, что доля в структуре производства, именно то, что называется обрабатывающей, машиностроительной, оно растет. Но, с другой стороны, у нас происходит классический конфликт между капиталом финансовым и промышленным. То есть финансовый пытается в условиях кризиса на этой спекуляции активы какие-то получать. Много всего происходит. Но промышленный пользуется все-таки поддержкой, так сказать, прямой государства. Поэтому все как-то более-менее работает. Ну, а судить мы можем только по количеству произведенных сейчас новых этих боеприпасов, потому что это результат двухлетней перевода экономики на военные рельсы. Понимаете же, в чем вопрос? И это, кстати, очень важный вопрос. Боеприпас, он не приносит добавочную стоимость. Не приносит, конечно. Это расход. Это, то есть это любой скажет. И в военном плане это расходник, и в экономическом это траты, да. То есть мы не понимаем приза. И вот в качестве приза я просто хочу, чтобы вы резюмировали свое отношение к этому слитому документу. Посмотрим, подтвердит его, не подтвердит российское начальство. То есть в основном как Bloomberg делает упор, что типа Россия хочет опять к доллару вернуться. Ну вот так, да. Бессент вчера говорит о том, что мы можем санкции поснимать, в том числе с нефтянки. Я так понимаю, предваряя вот этот же документ, который мы видели. Скажите, если ничего не получилось, все так нормально, все хорошо, то почему, опять, если верить слитому документу, этот набор пунктов предлагает российская сторона? Ну, смотрите, еще раз, это же Bloomberg. Это Bloomberg. Поэтому, когда мы видим источники, для меня два главных сливных бачка, с тех пор, как я с начала нулевых начал активно следить, это Bloomberg и Reuters. Но Reuters это вообще иногда не такую дичь сливают, да? Особенно, когда была эпоха, помните, белых касок и таких откровенных залипух. А Bloomberg это сливной бачок именно экономических. Поэтому, конечно же, само появление именно в этих медиа, Bloomberg или Reuters, оно очень сильно включает такой маячок тревожности. В смысле недоверия к этому всему. Все-таки, конечно, Bloomberg нужно делить на 10. И второе. Нужно всегда учитывать культуру политическую двух сторон. Я всегда об этом напоминаю. Американская политическая культура – это шоу-культура. То есть все, она так сформировалась, она родилась так в ходе их войны против Лондона, да, там газеты играли важнейшую роль, журналы, да, вообще, первые блогеры у них тоже, да. А российская культура, она немного иная. Я всегда об этом напоминаю, да. То есть в России иная политика, можете ее называть консервативной, не консервативной, но она, кстати, даже от украинской отличается, и вообще более южная. Это более северная политика, более закрытая. Поэтому наши, когда хотят что-то донести, они это доносят, может быть, не очень такими современными, доходящими до всех, которые вызывают резонанс методами, да? Но они эту всю штуку скрывают. Поэтому я бы относился к такого рода документов как к некой рабочей версии. Скорее всего, таких рабочих версий есть несколько. Да? Как вообще работает система переговоров? Есть протокол, так сказать, пожеланий двух сторон. Потом устанавливается некий протокол разногласий. И уже после этого выходят на какой-то план. Но мы сейчас находимся на каком этапе? У нас же в России, как говорят, дух анкориджа превращается в душок. Или испаряется, да, постепенно. Вообще не испаряется. Если мы увидели этот документ, этот план, значит, все. Нет, погодите. Мы план увидели, но никаких согласия, как учил нас монтер Мечников, мы уже, по-моему, вспоминали, есть продукт непротивления двух сторон. Поэтому до тех пор, пока потенциально
потенциально, подчеркиваю, снова не произойдет встречи Трампа и Путина, скорее всего, этого не будет, это будет идти вот этот вот челночная дипломатия, где каждый привозит какие-то свои версии. Это как с вот этими 28 пунктами ну, по переговорам с Киевом, да? 28, 20, 21. Обратите внимание, они уже вообще вышли за скобки. Почему? Потому что не произошло вот то самое по Мечникову, Монтеру, согласие. Следовательно, еще раз говорю, это нужно рассматривать как некие версии обрывочные. Ну, вот как сообщение, когда вот мы общаемся, там покупатель-продавец, каждый свою какую-то цену Погодите, называет. вы Но если выдернуть... отвергаете встречу Путина и Трампа. А Путина и Зеленского, а делегацию из Украины в Москву. Это ведь Это тоже, все нет. смотрите... Это разные вещи, смотрите. Нет, я вам скажу, что их объединяет, эти вещи, Семен Сергеевич. Я вам скажу. Давайте. Это информация одного порядка. То есть кто-то что-то обсуждал, там Арахамия говорит, дедлайн 15 числа мая, а потом говорит, да нет, это не дедлайн, это типа американцы так хотят. Ну, вообще как бы говорили о таких сроках. Опять-таки, Зеленский говорит, я готов встречаться с Путиным, но в Москву и Минск не поеду. А Financial Times пишет, что, ну, может, не Зеленский, но делегация поедет. Ну, и, понимаете, это мы это обсуждаем, понимаете? Мы вот это обсуждаем. Но я хочу вот в пелене вот этого, казалось бы, обсуждения, таких очень неточных, и я понимаю, вариабельных таких ситуаций, обратить внимание на главное. Сейчас всем все стало ясно. Кто, за кого и почему играет. Если раньше выйти и сказать «англичанка гадит», это было, ну да, это какой-то лютый конспиролог, англосаксы, вот это все оттуда, да, с тех краев. Нет. Вот, пожалуйста, Рамштайн прошел. Выходит министр обороны Великобритании Хилли, говорит, 35 миллиардов новая помощь Украине, вот, пожалуйста, мы согласовали. До этого он говорит, мы будем покупать на $500 миллиарда оружия, ракеты там для Украины и все такое. Британия. А США на 99% сократили помощь. Все. То есть, помните, вот и мы с вами обсуждали, США умывают руки. Так они уже умыли, они отошли в сторону, и сейчас на авансцену выходит истинный игрок, тот, который стоял все это время за спиной, допустим, Банкова и Зеленского, Британия. Что нам это дает для понимания происходящего? Вот если сейчас маски сорваны, то что будет дальше? Ну, давайте скажем так. Британия никогда не скрывала свою ключевую роль в этом кризисе, но всегда предпочитала действовать, прикрываясь, так сказать, формами коллективной ответственности. То есть там некие европейские идеи, хотя сами ушли из Евросоюза, да, НАТО. Вот. И просто в текущем кризисе надо перехватывать инициативу для того, чтобы не рассыпалась коалиция спонсоров, которую нам называют как коалицию желающих. Это же очень похоже в этом смысле на покер, да, то есть, и вообще это ж национальная англосаксонская игра. То есть повышение ставок, нужно, так сказать, поднимать ставки для того, чтобы все остальные делали взносы. Поэтому, с моей точки зрения, Британия просто наигрывает на то, что деньги есть. Вот, не переживайте, потому что сделка же в чем заключалась? Американцы не вышли из игры. Американцы сказали одну простую мысль, что платить за это мы не будем. Оружие продавать? Да. Техническая помощь? Да. Разведка? Да. Но деньги нет. Европейцы, они покочевряжили сколько, годик, да, попсиховали, там их поунижали, но в результате согласились. Поэтому к этому нужно относиться как к торговле, так сказать, в благородном семействе людоедов. Потому что смысл же в чем? Они же прекрасно понимают, что это людоедская война внутри одной культуры. Все это они прекрасно понимают. Уж англичане-то, которые участвовали во всех гражданских войнах на территории России, начиная еще со смутного времени.
Ну, просто у нас давняя система отношений с торговлей. Это же просто те, кто живут по глобусу Украины, вот, у них отношения с Британией начались там в 91 году, может быть, чуть-чуть раньше. А кто знает русскую историю, тот помнит, как попытки контролировать еще начались с периода Московской Руси через внешнюю торговлю. Вот, русско-английская, ну как она называлась, там так, компания, да, такая же, как, которая монополизировала вывоз тогда важного сырья, это же мех. Вот, если мы посмотрим на знаменитые вот эти вот картины американских, английских королей, у них там вот эти горностаевые как раз такие, ну, оплечья, да, вот мантия. Это все русские горностаи. Вот. И они очень долго это контролировали. И Россия, ну, потом уже переходя из Московского царства в состояние России, это была вечная история. И Швеция, с которой во многом, ну, вот, когда воевал Петр Первый, вот все вот эти конфликты на Балтике, когда мы прорывались, Швеция во многом выступала как прокси Британии. Вот как сейчас выступает пост Украина, как британский прокси, да, вот тогда Швеция ей всячески помогали, вот, вооружали. Карла XII затягивали в эту 30-летнюю войну. Он же еще и на территории Польши воевал. Поэтому к чему я это, так сказать, разворачиваю? У Британии есть давняя историческая традиция попытаться с помощью гражданской войны, которая происходит на территории вот, исторической Руси, России, называйте это как хотите, вот, поиграть. Вот. И у нее это всегда получалось с разным, ну, как бы, степенью ну, эффективности. В частности, например, они играли в том числе и в Средней Азии. Вот, когда Россия двигалась в сторону современного Таджикистана, Узбекистана, вот, они всячески поддерживали этих самых ну, мятежников разных, сепаратистов. Вот, например, мы не помню, вспоминали, не вспоминали, был такой в Казахстане хан, который поднял, значит, восстание против Петербурга, Кенесары. Вот. Он официально горцевал в английском мундире, который он принял, ну, как знак великого уважения. Другой вопрос, что его потом фактически свои же зарезали, вот, и голову отправили в Петербург. Но там один из манапов киргизских, потому что он везде шастал по территории и пытался спровоцировать на бунт против Петербурга. На него кто-то смотрел как на дурачка, вот, а кому-то он прям реально начал геноцидить, и ему, в общем-то, ответили. Хотя из Петербурга говорили угомонись. То есть с ним постоянно, с этим Кенесары ханом, пытались заключить свои Минские соглашения. Лично император ему обращался, что бросай, мы же вас, так сказать, чингизидов признаем за дворян, то есть там же были особые отношения вот с этими элитами. Поэтому британцы работали всегда. Нынешний Азербайджан и вообще визит этого Джей Ди Венса, да, это все продолжение той самой политики, которая еще началась в Британии в конце 19 века, когда проникал капитал, захватывал вот эти вот бакинские месторождения, которые были критически важны. И сейчас посмотрите, какие корпорации активно работают на Каспии, в том же Казахстане и в Азербайджане. И вы увидите, что это BP, Chevron, вот. Ну, все вот это вот что-то такое голландское, британское смотрите, и американское. Венс же тоже приехал и в Армению, и в Азербайджан. Многие считали это как такой удар в подбрюшье Российской Федерации. Но, правда, Пашинян выходит и комментирует, говорит, что у нас очень теплые отношения с Москвой. Мы преследуем исключительно национальный интерес, но мы, короче, ссориться не будем и никогда вообще не будем ссориться. От слова совсем. Он сходил, кстати, в геноцид армян, да, почтил память вместе с супругой. И отправился в Азербайджан. В Азербайджане похвалил, говорит, обаяшка ты, Алиев, просто все замечательно. Армении ж беспилотники теперь продают на 11 миллионов. Из АДКБ никто не вышел. Получается, у нас как бы АДКБ
закупает оружие или разрабатывает оружие с Америкой. Это просто какой-то очень интересный кульбит получился, если брать именно этот регион. Ну, Венс же поехал, понятно, зачем. За ресурсами, за деньгами, за вот этой вот геополитической точкой. А в Кремле как-то вот, видите, никак не отнеслись к этому вообще, как будто так и надо. Эти две страны, Армения и Азербайджан, как говорит Трамп, они тоже участвуют в размене? Ну, тут не совсем м, антироссийская эта деятельность. Ну, на втором шаге она, конечно же, и антироссийская. Это в первую очередь антииранская деятельность. То есть Пашинян с Алиевым, судя по всему, принесли присягу в том, что они одновременно с Израилем и рядом королевств залива, как их называют, арабских, готовы участвовать в разгроме Ирана. И в этом смысле они едины. И не зря было подчеркнуто, что вот президент Алиев, он удивительный, что он именно еще с Израилем, да, наладил отношения. Вот. Это отдельно было подчеркнуто Венсом. Вот. И поэтому это выбор суверенных правителей в Баку и Ереване, что они переходят на позиции колонизатора. Помните, мы с вами говорили, вот, ну, метафора индейцев у нас очень часто всплывает, да? Но там же часть, как уничтожили индейцев? Часть индейских племен участвовала на стороне бледнолицых братьев в уничтожении своих индейских собратьев. Ну, об этом, в общем-то, весь Фенемор Купер, я напоминаю, почему называется «Последний из магикан». Потому что Ункас, да, сын главного героя, да, Чингачгука, он оказывается именно последним из-за таких войн. Потому что англичане с французами там пограничные конфликты ведут, а гибнут в основном индейцы. Вот такой вот парадокс. Поэтому в текущем историческом моменте, да, они считают, что они как бы переходят на сторону, ну, победителя будущего, что они будут участвовать в разграблении ну, вот этого Ирана, да, что их пригласят за стол победителей. Ну, как метафора предыдущей администрации. Вы либо за столом, либо вы еда. Правильно? Да. Так же Блинкин говорил. Вот они посчитали, что они за столом. Но эта иллюзия очень дорого обойдется и тем, и другим. Вот. Режимы, они пройдут по тому же пути, по которому прошли те режимы. Ну, это, знаете, как Украина совершила историческое предательство, отказавшись в пользу УНР от УССР наследия. Такое же историческое предательство совершили армянское и азербайджанские государства, которые считают себя не наследниками советских республик, а наследниками таких же химер, которые существовали там в 19-20 годах, вот, там, ну, якобы демократические. Ну, те, кто наших 26 бакинских комиссаров уморил, вот, и в том числе, ну, перекинул эту войну на Закавказье, это вот они духовные наследники. Поэтому они придут туда же, куда пришла пост-Украина. Семен Сергеевич, по поводу Украины. Мы видим достаточно интересный такой эпизод, который вы описываете, вы много описываете в своих книгах, но сейчас все вот прям по классике. Если раньше это замечали немногие, то сейчас замечает достаточно много людей, да, уже, ну, в общем, большое количество, да, народу, они вот четко дают себе отчет. Что на Олимпиаде произошло, как вам кажется? Воспаление, то, что в нашей метафоре мы называем фекального мышления, вот, или по Пучкову Дмитрию Юрьевичу, отцу и учителю малолетних дебилов, да, прорвало. Это когда ты не можешь держать в себе там гнев, ненависть, ну, вот такие острые очень эмоции, которые тебя бьют через край, и ты хочешь это все демонстрировать.
Это ж, ну, почему назовут, ну, вот как бы метафора именно фекального мышления? Ты всех остальных пытаешься им забрызгать. Это то же самое, что люди, которые выходят в комментарии, пишут всякие, ну, людоедские или кровожадные кликушеством занимаются. Это то же самое, только на своем уровне. Но я сейчас объясню, почему это происходит. Это происходит от внутреннего глубокого чувства опустошения. Потому что каким бы ты патриотом не был, и каким бы ты спортсменом не был, ты же видишь реальность. А реальность какая, да? Внутри лютуют упыри. Там Ермак, о котором кучу всего говорили, что вот пытались сделать его во всем виноватым, да, он продолжает, ну вы же сами это разбираете с другими гостями, да, что он остается, в общем-то, полновластным соправителем, хоть и без должности. Вот. Ничего не меняется. И этот биореактор, в общем-то, работает. И это людям становится очевидно. И это вот такой вот эмоциональный протест, ну вот показать, продемонстрировать, что вот все-таки мы, значит, не сдаемся, мы, значит... Ну, это, в общем-то, такой ритуальный крик «Ще не вмерла Украина», если вот так вот говорить на уровне именно метафор. Понимаете, здесь много как бы одно на другое наложилось без спорта. Я хочу вот с этой стороны обсудить именно с вами, да, потому что там можно долго рассуждать, а вот там отец плакал. Ну, понятно, что для любого родителя это, ну, воспитай олимпийского спортсмена, что на Олимпиаду, чтобы дошел. Да в 5 утра вставать, куча тренировок. Понятно, там другие делают акценты на том, что вид спорта не такой популярный, да, и, в общем, там особо ничего не светило по медалям. Третьи говорят, что это заготовка такая. И я сейчас даже не о политтехнологии. Меня интересуют другие вещи. Действительно много людей поддержало. Там, понятно, самый потужный банк, Монобанк, собирает деньги для него. Сейчас там обратились к бизнесменам, типа он должен получить был за медаль, которую не завоевал бы. Ну, потому что спортсмен такого уровня, ну 5-е место это потолок у него по его снаряду, так сказать. Ну, ему типа, как будто он золотую медаль получит, ему там скидываются деньгами. Зеленский награждает его орденом. В общем, шлемы все везде на аватарках ставят, рисуют, карточки онлайн, там всякие стики. Смотрите, много людей поддержало этот момент. Но тут же очень есть большая ловушка, о которой мало кто задумывается. Нам подменяют павшими и долгом не перед своими детьми, которым расти, и которые должны получить, ну, быть лучше, чем родители. Ну, вот такая философия, которая направлена в будущее, да? Нам подменяют как бы идеологией, которая направлена в прошлое. Типа, а что мертвые скажут? И по большому счету Международный олимпийский комитет пошел же на компромисс, говорит, ходи с этим шлемом везде. Только вот именно подошел к трассе, нормальный шлем надел, прокатился, а дальше можешь переодевать его. То есть тут именно формальное вот такое соблюдение духа вот этого олимпийского. У нас сразу украинские средства массовой информации нашли и из Зимбабве вот эту президентку МОК подноготную ее разрыли. В общем, все очень интересно. До неимоверных как бы высот возвели эту штуку. Это действительно там заготовка, плюс люди поддержали. Но нам мертвыми заменяют неродившихся. И смотрите, во имя того, ну как же, хлопцы же полегли, что зря, у нас забирают религию, условно, церковь, да, то есть там погнали. У нас историю погнали, экономику погнали, потребительский уровень, ну, твой, как человека современного, да, с 2-3 часами света, забрали. Вот этот режим концлагеря, ТЦК, когда здоровые лбы залетают и вылавливают всех уже под гребенку, даже у таких щупленьких, маленьких, как бы тягают, аж люди подходят, говорят, смотрите, 3 здоровых лба хватают вот этого 1,50 м ростом. Понимаете? Это на самом деле страшная история, которая может заменить все. Вот все.
ты мать родную продашь, потому что это вот такая сильная получается идеология. Вот почему он не мог снять шлем, проехаться, занять, выступить, к чему готовился очень долго, занять свое. Он уже и так, он и так привлек внимание к этой ситуации, но он не выступил, понимаете? Получается, что Так он ради привлечения внимания и устроил это все. смотрите, Понимаете? получается, что вот это все, да, вот эта идеология, а что скажут погибшие, а что зря погибали, она вообще все может заменить в жизни человека. Это, по-моему, вершина, пик для любого исследователя идеологии, ну, пик вот этой, скажем так, истерии. Как вот вы оцениваете вот этот процесс? Это ведь мы же имеем дело с чем-то страшным. Мы имеем дело с массовым уничтожением общества путем оскотинивания одной части. Происходит это очень давно. Понимаете, если бы это началось вот только на Олимпиаде, то можно было бы сказать: нет, началось это скотинивание еще тогда, я вам скажу, когда. Вот, когда некто Алена Балаба в Одессе, получается, за 2 или за 3 дня до 2 мая пришла и в вечном огне сожгла георгиевскую ленточку. Вот. Причем, ну, это оно и в свое время было событие, ну, значимое тогда периода. И сказав, что такая же судьба должна всех колорадов, и вообще, когда появилось, помните это понятие колорады, да, что жуки, которых можно сжигать. И уже тогда какая-то часть у людей оскотинилась. Причем оскотинилась как в мелкую, так и по крупному. По мелкому они оскотинились, начали рассказывать: да нет, там в Доме профсоюзов были сплошные приднестровцы и, так сказать, гости из России. Ну, другие, более честные, но более кровожадные, они сразу: да, так и надо. Вот. Третьи пошли на сделку со своей совестью. А какая была сделка? Ну, если бы не было 2 мая, то тогда в Одессе было бы как в Крыму, поэтому наши хлопцы и девчата спасли Украину. Нет, нет, еще раз нет. Если не называть вещи своими именами, то мы в обществе не отделим оскотинившуюся часть, которая еще сейчас и фашизируется, нацифицируется, ей все можно. И вот эта оскотинившаяся часть, она же аплодирует людоедам, понимаете? Она им аплодирует. И есть другая часть, вот, ну вот, которая значительно больше, это вот эти вот хатоскрайники или обыватели, как мы постоянно говорим, они находятся в состоянии запуганной овцы. То есть будут ее сегодня задирать эти волчары, которые бегают по обществу, или не будут задирать. А вот с этой вот аудиторией этих хатоскрайников, да, их нужно всегда работать на их внимание. Им нужно все время какую-то перемогу скормить, еще что-то сделать. Да? Ну и, соответственно, с ними постоянно проводят эти манипуляции. То с этим возрастом женитьбы, в прошлый раз мы говорили, да, замужество 14 лет. Ну, отменили уже потом героически, да. Ну, вот видите, перемогу, все, сначала напугали, потом отменили. Это, в общем-то, технология очень простая. Вот вспомните начало Евромайдана, как там всегда по пятницам, субботам проходило какое-то событие, то там Муха Булатова, то там похитят псевдо кого-то, куда-то вывезут, да, чтобы народ возбуждать. И вот в этой ситуации они так и работают. То есть вот этому меньшинству, оскотинившемуся и нацифицированному, ему нужна хоть какая-то перемога. Ну а какая? Террор ему нужен. Вот не получилось с генералом Алексеевым. А представляете, как бы они бы рукоплескали бы, да, если бы получилось бы. Это же была бы выдающаяся бы спецоперация. Они бы там трубили бы, как они ее готовили. Вот. Хотя это бандеровский аттентат. Да, это ничем Ну, а вы не же видите, отличается. куда это все вывернули информационно. Такой очень хороший персонаж, хороший для понимания сути, сути противостояния. Бабченко, помните, которого там убивали? Но... Он же как говорит: смотрите, это Алексеев ездил к любовнице на Волоколамское шоссе, а любовница вообще на Первом канале работает, вот она там корреспондентка, вот такое расследование мини. И давай вот это вот все, мол, вот
ходит по бабам, вот типа получил. То есть абсолютно перефокусировка в другую степь, понимаете? Ровно как и здесь. Я с вами хочу здесь в дискуссию вступить, поспорить немного, потому что Давайте. это неправильно делить людей на оскотинившихся и не оскотинившихся. Сейчас самое тяжелое время внутри Украины, самое тяжелое за весь период войны. Выходят эксперты, говорят, по 2-3 года будут отключения, если завтра все, просто завтра закончить. Непонятно еще, что полетит. Сегодня все орешник ждали. Там, правда, своя в тусовке комментаторов пророссийских родилась история, что орешник не выстрелил, ну, типа, не смогли, да, запустить, поэтому отменили пуск, мол, как так, а в Украине дали тревогу. Ну, в общем, играют. Одних держат в страхе, другим жареное, копченое, вот такое вот. А у наших там не было сразу предложения о финках НКВД? Потому что обычно, когда вот такие эмоциональные псевдоновости, там сразу следующий идет либо срочносборщик, либо финочка НКВД. А в Украине это точно так же. Вот Ну, вот, сейчас ну, запустили орешник, помогите хлопцам на сбор, вот такая-то бригада, то есть не надо много, 10 гривен достаточно, вот эти все вещи. То есть это мы все наблюдаем. Так вот, ситуация, понимаете, такая достаточно опасная, самая тяжелая. Многие люди, которые находятся в плюс-минус нормальном состоянии или могут себе позволить там дорогие аккумуляторы, ну, в общем, там по Кунчезаспи же не летит, да, или живут где-нибудь подальше, хотя по Львову тоже лупили, ну, неважно, то есть плюс-минус они понимают и чувствуют себя нормально, то есть обычно. Они испытывают стыд, что они не донатят, не помогают никак не это, и не поддерживают, не выставляют шлем. За границей люди тоже, они знают, как тяжело людям в Украине, и тоже вроде бы, ну, хоть как-то помочь, да, хоть как-то. А тут им дают вот такой классный повод. Поставь там на аватарку, сделай, давай, давай, давай. И это все раскручивается. Зеленский лично вмешивается. Смотрите, наших бьют. Ну, типа, мог, несправедливо поступил, поэтому все начинают тянуться. Гениальная, срежиссированная же история, понимаете? И ничем ее не перебить. И она цепляет в самый болезненный и самый опасный момент ожидания орешника или коллапса вообще всей системы. И тут возникает главный вопрос. Не получается делить людей на оскотинившихся и не оскотинившихся. Есть просто совестливые, кому стыдно, и кто чувствует вину, которую привили, за то, что он живет плюс-минус со светом или, ну, там, может себе чего-то позволить. ну, тут же нам-то проще, Александр, не делить и относиться относительно объективированно. Вы в тихом, спокойном месте, я в тихом, спокойном месте. Вот. Ничего нашей жизни не угрожает, никто нас никуда из соседей не сдаст. А там же на постукраине, вот, по крайней мере, вот с кем я общаюсь, там же еще есть проблема тотального недоверия. Ты не знаешь, что ты можешь. Вот где-то недавно была новость, кто-то кого-то там сдал, ну, как всегда, да, и что-то лично обиделся, что-то там девушка на парне. Ну, короче, все как всегда, да, но это переходит уже на какие-то уровни, да. Вы же сами рассказываете в своих эфирах, как там сбегают от ТЦК, их там спасают на территории ЖК. Вот, но с кем общаться и кому доверять вообще непонятно. И поэтому это нужно в первую очередь тем, кто остался внутри постукраины, научиться свой круг общения, вот, выделять из них оскотинившихся и людей. Потому что, поверьте мне, что те же люди, которые, ну, как бы рукоплескали, например, там, 2 мая 2014 года, они же потом радовались подрывам, например, там, моста или еще чего-то. И они же потом первые сдадут своих соседей, если это надо будет там выжить или занять их. Это тип такой человека, понимаете? Это очень, ну, отражено массово и в литературе, и во всем. Вот, что вот такие люди, они всегда, если вы уж понимаете, если ты один раз пошел на сделку с совестью и назвал черное-белое, мы еще это делаем максимально публично. А если ты еще на этом чуть-чуть зарабатываешь или повышаешь какие-то свои эти самые
бонусы социальные, то ты не будешь видеть никогда ничего, ты будешь совсем соглашаться, ты будешь рукоплескать вот этим вот непонятным шлемом, хотя вам легче с этого шлема. Тяжелее. Что это Да. за бред? И тут же, понимаете, в чем главная манипуляция? Если бы он победил, да, и потом бы там как-то гордо там продемонстрировал или еще что-то сделал. А человек же изначально пошел на запланированную политическую провокацию, то есть он изначально, так сказать, это, ну, что я собираюсь это делать, и все это раскрутили. Поэтому это кормление людей вот с этим вот сознанием рыбок гуппи, как мы уже многократно устанавливали. А они как бы что, им инфоповод новый вбросили, вот они готовы рукоплескать. Ну а по поводу того, Почему куда вы это называете, разворачивается, стойте, почему вы называете людей рыбками гуппи? тем, кто же ориентируется только на короткие информационные поводы и на них сразу живо эмоционально откликается, они должны понимать, что в своем медиапузыре, который у них как аквариум, да, инфопузырь, то вам постучали и чуть-чуть покормили, и все, и все ринулись как стайками. Это стайность, понимаете, в чем особенность? Сейчас я вам объясню социологию этого процесса. Человеку свойственна коллективность. Любому. Мы не одиночки. Вот. Но в живом мире реальном для коллективности нам нужно себя преодолеть. Ну, например, пойти играть в футбол, да, то есть что-то сделать над собой. А в цифровом мире от нас ничего не требуется. Это же мир ленивых людей. Кнопку отпечаток пальца нажал, ты уже все в цифровом мире. Но так как потребность коллективности есть, люди в цифровом мире попадают, ну, как бы в псевдоколлективность. Их увлекает вот эта вот стайность. Откуда вот стремление к инфопузырям? Ну, Александр, откуда у нас берутся подписчики? Вот. Ну, вот вы лом, там, у меня подписчики, у вас подписчики приходят, уходят, потому что им нравится быть на волне похожих, таких же, как они. И вот эта вот стайность в цифровом мире вызывает абсолютную безответственность, потому что в мире реальном, когда мы занимаемся коллективными делами, мы, так сказать, за базар отвечаем. А в мире цифровом мы вообще ни за какие свои слова можем не нести ответственности. А так как эмоции, мы же идем в цифровой мир за эмоциями, ну, кто, можем идти за товарами, то есть покупать, но даже товары все равно нам приносят эмоции, потому что нам нравится залипать вот в смартфон, листать, выбирать, псевдо выбирать, да. И вот острые эмоции, они цепляют людей ярче. И когда ты себя подсадил на вот эти вот острые цифровые эмоции, ты постепенно становишься человеком стайным. А человек стайный, и вот человек в состоянии внутренней толпы, или языком социологии массовом состоянии, это доказано, ну, уже более 150 лет назад, что у него и затормаживается мышление. А самое главное, вот в этом состоянии массовости или стайности людям что свойственно? Ну, это, знаете, когда толпой ногами кого-то забивают. И потом проходит разбирательство, а многие не хотели в этой драке участвовать. Ну, вот я, например, очень хорошо помню из начала 90-х, я же рос там недалеко от Краковского рынка легендарного во Львове, да, и я вот видел пару раз, да, как вот когда держи вора, да, ну это ж и толпа начинала там продавцов и еще кого-то прямо его колотить, бить, вот. И многие потом не могли объяснить. А потом, когда я вот погрузился уже в теоретическую часть, да, толпа преследующая – это одно из самых острых вообще состояний. Это же то, почему линчевали в США. Вот эта история Ку-клукс-клана – это что? Это же Ку-клукс-клан – это фактически имитация анонимности. То есть, они же одевали на себя, ну, именно специально колпаки, чтобы никто не видел, да? И потом шли и, в общем-то, убивали негров. В нашей культуре это как устроено? Это есть такая форма наказания темную. Я не знаю, вы бывали, не бывали там в пионерлагерях? Ну, в пионер вы позже родились уже. Ну, вот когда хотят какого-то наказать человека, да, и на него накидывают простыню, а потом все по чуть-чуть поколачивают. Для чего? Чтобы это было коллективное, так сказать, наказание. Что не кто-то его побил, да, то есть унизил. А это произошло коллективно, то есть как бы никто.
Вот в чем весь фокус вот этих вот острых эмоций в цифровом мире. И поэтому люди вместе со своими смартфонами, ноутбуками и залипанием в соцсетях на фоне деградации образовательной и нравственной, вот, они превращаются, ну, они скотиниваются. Но кто-то превращается в рыбку, то есть ему пассивный, да, а кто-то превращается в сетевого волчару. Он только ходит и, так сказать, ненависть изрыгает. Вот как это работает. Как сработает мир? Вы не любите со мной на эту тему говорить, я знаю. Потому что вот, война там быстро не закончится. А если закончится? Ну вот смотрите, я сегодня, на самом деле, у меня где-то аж так, где-то, как это, чуть-чуть даже под информационной ложечкой засосало. Я всем, помните, я не знаю, с вами мы касались этого, да, по-моему, касались. Это такой, в общем, делился я со многими экспертами в многих эфирах ощущением, что вот как война остановила коронавирус, то, собственно, любой какой-то вирус, да, или что-то такое может одномоментно сделать так, что о войне все забудут. Депутаты обделались сегодня, представляете? Ну, то есть, пришли, а нет никого. Они такие, а как голосовать? А никак. И ушли до 24 февраля, до годовщины 4. Понимаете? И потом давай же там сообщения там разные. А, да там у них заболели. Потом, да что-то со стулом. Потом, да нет. Вирус какой-то ходит. Отравились, а может это ротавирус. Короче, начинаются в сети сейчас это все. Ну, в сети сейчас, конечно, одни шлемы. Тут я сейчас пытаюсь, во время нашего эфира уже приходят, мы в прямом эфире просто сейчас, и приходят там разные, сейчас пытаюсь найти публикацию, если сейчас найду, зацитирую вам. Якобы Ермак в роли адвоката присоединяется к делу, как спортивный адвокат будет на МОК участвовать в процессе. Представляете? Представляете, в каком мире мы живем? Ну, это сейчас, я сейчас найду эту публикацию, то есть это конкретно, кто это вообще, откуда? Людей надо лечить, Александр. Дело в том, что еще во времена Ульяны Супрун была ликвидирована окончательно. Она и так очень плохо работала. Система вообще мониторинга душевнобольных. А на постукраине уже бывали эпидемии. Я вот напоминаю, в самом начале 90-х история про эту Марию Деви Христос. Она же она сама вроде откуда-то из Донецкой области, но в Харькове активно действовала. Вы наверняка не помните, вот. Но это в начале 90-х были прям помешательства на стадионах у людей. Есть, ну, уже была эпоха видео, это все есть. Люди прям в транс впадали. Что-то есть определенное. И вот, кстати, тоже, что очень важно, ну, открываем Бехтерева, там, историю там, помешательств, да, и массового внушения. Масса примеров из конца 19 века, причем очень много в Полтавской, в Киевской губернии. Я не знаю, с чем это связано, я не хочу делать каких-то выводов по этому поводу, но когда ты народ провоцируешь на такое поведение, смещаются моральные нормы. И люди привыкают к этому и начинают считать это нормальным. И через поколение какая-то, ну, придурялись в 2005 году, а в 2015 Да уже о не чем вы? придурялись. Нет, смотрите, давайте для чистоты понимания, давайте яснее. Вы вот, мне знаете, что, в чем я вас пытаюсь как профессионала направить в сторону борьбы с вот этими, они же профессионалы, раз они смогли довести до этого людей. Вот я нашел Эспрессо. Конечно. Эспрессо заявляет в начале часа: Андрей Ермак присоединился к делу Гераскевича как адвокат после возобновления следствия. Сейчас уже подана апелляцию. Сторона защиты подчеркивает, что это не о правонарушении идет речь, а только про задекларированное намерение, потому что самого правонарушения как бы не случилось, поэтому дисквалифицировать нельзя. И тут поехали адвокат Наем, адвокат и даже вот Ермак, Маси Наем, брат того Наема, говорит, ну тоже все известны по Майдану, никого новых, все вот это вот, все те же на манеже. И вот, значит, таинственный адвокат, который присоединился к делу Гераскевича, Наем сказал, что это Андрей
Ермак. Он сказал, что у него есть экспертиза с 12 числа 95 года, у него свидетельство адвоката, поэтому он присоединился. Сейчас коммуникация с ним происходит. В деле героя... Представляете, какая? Нам уже дали здесь и детектив, и трагедию, и слезливую мелодраму. Я понимаю, что это заготовлено. Я вас... Понимаете, в чем, наверное, ошибка? Вы не можете... Я люблю людей. И вы их называете рыбками Гуппи, но они такие, какими их сделали вот эти твари, понимаете, которые сейчас человека, которого отбеливают вот таким образом, присоединяют к этому тренду, причем на самой вершине. Послезавтра или через неделю этого Гераскевича никто не выговорит фамилию. Но сейчас он хапанет себе вот этой белой краски на свою сауну с джентльменами удачи, где его ловил Ткач, и на уголовные дела, и Миндич, и все остальное. То есть вот он не при делах, понимаете? Он эти бонусы получит. Они классно отрабатывают с людьми. А как-то людям надо им противостоять, понимаете? А не констатировать, что люди рыбки Гуппи. Нет, смотрите, противостоять никакие люди ничему уже не могут. Все возможности для противостояния были уничтожены с 2014 по 2022 год. На постукраине осталась только одна идеология, которая признается, и те, кто с ней не согласен, либо физически уничтожаются, либо морально. Это армия мова вира. Ну, оно вот так вот, да, обозначено. То есть война с Россией, дискриминация всего, что связано, ну, это же борьба за украинскую мову против российской, да, и вира, ну, все, это зафиксировано. Поэтому никакого сопротивления идеологического быть не может. Единственное, что может быть, это выживание внутри общества. Подчеркиваю, выживание. Но это не сопротивление. А вот для того, чтобы выживать, и я об этом постоянно говорю, извините меня, как только начались вот эти вот удары по энергетике, я что говорил для тех самых простых людей? Ну, вы говорили, первым делом уезжайте покупайте всегда. палатки. Нет, уезжайте я всегда, и сейчас говорю, но уже не уехали. Палатки заводите у себя в домах, да, потому что капец будет. Я же советовал и делился в том числе опытом своим нахождения в Евпатории, когда света не было, вот, когда рубанули ЛЭП. Поэтому тут, как сказать, не по адресу эти самые Нет, претензии. с этими козлами что делать? Простите, я уже не подбираю. Ну что с этими козлами? Все, фашистский режим может быть уничтожен только извне. Это факт, который доказали давным-давно историки на примере разного типа подобных режимов. Потому что смотрите, в чем происходит фишка. Это же Кость Бондаренко в своей последней беседе, да, что может произойти классическая формула ленинская, да, что империалистическая гражда может стать гражданской. А на Украине произошла другая история. Смотрите, там в 2014 году разгорелась гражданская война. И для того, чтобы ее как бы притушить, ее начали превращать в войну с Россией. То есть Крым, Донбасс и вся эта история. Да? И действительно, как только война с Россией приостановятся даже боевые действия, на постукраине это точно перейдет в войну внутри, в атаманщину, войну всех против всех. Это прекрасно понимают те, кто сейчас наверху находится в Киеве. И поэтому им нужно две войны. Им нужна война с Москвой, на которой они зарабатывают деньги, авторитет, и это является гарантией их сохранения у власти. И вторая им нужна война внутри. Это я постоянно говорю, что у нас есть две украинские трагедии. Малая украинская трагедия, то, что происходит внутри, и большая украинская трагедия, это то, как в войну втягиваются новые участники. И вот малая украинская трагедия, малая, то есть, которая внутри украинского общества, это провоцирование людей, вот этих вот стайных, которые людоедов, людоловы хорошие, да, но это только ТЦК касалось. Но обратите внимание, уже все себя так ведут. Вы же кого там этого Дикого цитировали, да, о том, что либо оккупация, либо бусификация. Ну все, вот они в общество оставили вот такой вот выбор. Либо умираешь, вот, либо сиди тихо. И никакого другого выбора для человека внутри постукраины
Это как научиться определять своих-чужих и, определив свои-чужие, выживать. А больше надежды нет ни на что. Но, хотя, так сказать, контра спем сперо, без надії сподіваюсь, да, без надежды надеюсь, классическое произведение. Семен Сергеевич, Надо давайте все равно. еще один вопрос. Я хочу, чтобы прокомментировали. Это свежее интервью «Атлантик» Зеленского. Несколько фраз, несколько заявлений, которые важны оттуда из этого интервью. «Я лучше не подпишу никакого соглашения, чем буду склонять украинцев согласиться на плохие условия. Я готов продолжать борьбу даже после 4 лет тяжелой войны». Ну и заглавие там, да. Ну, в общем, в материале пишут в издательской части, ну, в интервью и вот от редактора. Значит, Зеленский предпочитает войну плохому миру. Значит, как сообщает издание, вот, в принципе, цитата, которую я привел, и это там в контексте его, как бы Зеленский бросает вызов Трампу. Ну, вот так это все выглядит. Типа вызов. Как Атлантик. это? Ставки сделаны, господа, Да. это называется. Ну, а, кстати, ну нельзя вести себя по-другому. Я сегодня, когда готовился, тоже, как всегда, подбираю немного материалов, да. Вот. Они же себя нас считают наследниками УПА, да, и этой всей деятельности. Это вот прекрасное исследование историка Масловского, которого я всегда напоминаю, он был убит еще в 1999 году. Это вот из протокола допроса члена УПА Кутковца от 1 июля 1944 года. Вот он объясняет. Характеристика основных референтур. Первое. СБ ОУН, то, что мы говорили, все говорят про ОУН, а СБ ОУН не говорили. Ведет борьбу путем применения террора с политическими противниками. Ведет разведку и контрразведку. В 1943 году по приказу Краевого провода референтура СБ ОУН выполняла следующие задания. Проводила физическое уничтожение военнопленных Красной Армии. Дальше. Уничтожала польское население и сжигала их дома. Дальше. Физически уничтожала дезертиров из УПА и избивала шампалами лиц, уклоняющихся идти в УПА. Физически уничтожала скрывающееся по селам еврейское население. Это протокол допроса именно одного из деятелей. Вы видите, что там войной с Советским Союзом, с большевиками, можно отчасти считать убийство военнопленных, да, советских. А в основном остальные действия, это же действия против своих. Но просто поляков назначили не своими, да, но они жили бок о бок. Это ж соседнее село, понимаете? И точно так же и еврейское население. Вот у меня, потому что мой, дедушка, вот, он происходит из как раз польских жителей вот Западной Украины. Отчим моей мамы, он уроженец Черткова. И вот 3 его родственников, он уехал в эвакуацию на Урал. Их вот так вот выловили местные. Поэтому нельзя выбрать идеологическое, стать идеологическими наследниками УПА и не начать действовать их методами. Понимаете? Ты не можешь обмануть ни историю, ни идеологию. Назвался груздем, полезай в кузов. Назвался бандеровцем, ты дойдешь до этого, что ты будешь убивать в первую очередь свое население. Понимаете? Да, друзья, давайте сейчас, скажем так, попробуем подвести итоги нашего сегодняшнего голосования. В общем, как распределились, да, грубо говоря, как распределились роли. Давайте посмотрим. Так, немножко, я так понимаю, пропал Семен Сергеевич. Это нормально, ребята, это нормально. Это такие у нас... Я все слышу, вижу. Это такие дела, все на месте. Итоги опроса. Ой, какие разные итоги. Смотрите, у нас 21% не перестал любить Украину, 24 в нулевых и по 27 в десятых и в двадцатых. Практически нос к носу, тютелька в тютельку. Семен Сергеевич, прокомментируйте, пожалуйста, вот такой разнобой.
такой разнобой мнений чаще всего говорит о том, что позиция не сформирована, и респонденты, да, если отнесемся к этому как к социологии, да, не самоопределены. Это, в общем-то, еще раз подчеркивает то состояние, в которое погрузили общество постукраины, да, что ни по поводу чего никакого консенсуса нет. Но тут единственное, не перестал любить тут же какой вопрос? Ту Украину, которая до 2 мая 2014 года, но это уже не совсем та, я вообще ни разу не перестал любить отдельные города. А ту Украину, которая до девяносто Так первого так вы года, тоже, так вы вот это так вот. я и говорю, не, ну Вот, погодите, а вот. в ту, которую я Так, приехал, я же, например, мой подождите, там в прадедушка, вопросе нет какую. Ну, ну вот о такие, чем и речь. Поэтому я и говорю, у вас как бы опрос журналистский верный, но если подходить именно социологически, то одно другому может не противоречить, да? да, конечно, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Всем большущее спасибо за то, что оставляете их. Семен Сергеевич, вопросы, как бы, вопросов много. Давайте в режиме Блиц, как говорится, пробегимся прямо сейчас. Так, давайте посмотрим, что у нас в клубе зрителей творится. Да, так, поехали. Значит, добрый вечер. Всегда с увлечением слушаем Семена Сергеевича. Александру огромное спасибо. Вопрос как, к Семену как к литератору. Какими видятся перспективы русского языка в рамках услой от РФ? От себя хочу добавить, что категорически не согласен с отдельными спикерами, что нужно мягко подходить к перестраиванию общества на двуязычие. Считаю, что уже в ближайшее время нужно вносить в Конституцию конкретику по русскому языку, потому что нет ничего более постоянного, чем временное. Спасибо. Русский язык – это наше общее достояние. И любые попытки противопоставить русский язык любому языку соседних народов, а особенно близкородственному, то есть украинскому и белорусскому, это в первую очередь уничтожает общество внутри. Это выражается как в политических бессмысленных конфликтах, абсолютно ненужных и не стоящих вообще яйца выеденного, так приводит и к серьезной культурной деградации. Я эту культурную деградацию отчетливо увидел как раз вот в конце нулевых на улицах в Харькове и Одессе. Вот уличные надписи, сделанные на русском языке, но в такой псевдоукраинской литерации, да, ну вот когда русские слова пишутся там и перепутано, вот, то ли с точкой, то ли без точки, но явно фраза, сделанная русскоязычным человеком. Поэтому у нас уже выросло поколение на странном вот этом вот противопоставлении меньшего большему, и это лежит в основе всей шизофрении. Конечно же, языковой вопрос – это ключевой вопрос. И его нужно, и из него следует потом, выход на настоящий мир. Потому что когда мы за основу положим подлинное двуязычие, которое присуще всем деятелям украинской национальной культуры, назовем их так, начиная с Энеиды Котляревского, если мы берем за отчет, если мы берем за отчет по классике это, да, то потом на протяжении всей культуры оно все двуязычное. И только ряд отщепенцев противопоставляли Да, я прошу украинский язык прощения. Семен русскому. Сергеевич, немножко динамичнее, и сейчас будем продолжать вопросы. Приходят новости, что, это просто потрясающе, я вам хочу сказать. Понятно, да, там заявление Зеленского, это мы обсудили, типа победа политическая, самая выгодная ситуация для Трампа сделать то до промежуточных выборов, это рассуждает, типа, Зеленский, да. Но тут интересно другое. Атлантик пишет, что этой весной количество... Вот, смотрите, интервью — это же гвоздь, типа, номера, и потом же журналисты, пишут, да? Это же материал так строится у них. Этой весной количество потерь в войне в Украине перевалит за 2 миллиона. 2 миллиона!
Это, понимаете, это вот эти все рассуждения Зеленского про Трампа, плохой мир, хороший мир. После того, как он сказал, что 55 тысяч погибших, убитых ВСУ, а все остальные это сколько там? 1 400 000, это с России получается, да? Ну, то есть, ну, абсолютные же, все понимают, да? 2 миллиона, это пишет Атлантик. И говорит, также указывается, что Трамп может покинуть переговоры о судьбе Украины в ближайшие недели и возложит вину за провал дипломатии на Украину или на Москву, или на обоих. Знаете, я очень часто и с Костем Бондаренко мы говорили, и с другими политиками, причем разного толка. Есть те, которые абсолютно такие турбопатриоты, захаживали там на канал когда-то, и они говорят, смотрите, Зеленскому это очень красивый был бы план. Ну вот как этот Гераскевич, да, он же не показал, что он может на снаряде, ну вот на трассе, на санках. Но ушел как ушел. И деньги, и орден, и политическое будущее уже просят. Так и Зеленский, понимаете? Он может взять и уйти. А вот этот вот грязь вот эту похабного мира, да, вот эти все неприятные условия, приказ отдать об отводе войск, или, например, там скомандовать Раде, которая, надеюсь, вылечит свои диарейные позывы, да, зашьют задницы, которые они порвали, и дать указания и продвинуть там, например, что-то ратифицировать, да, вот, ну, там, не знаю, отменить языковые вещи, еще какие-то, будет уже кто-то другой, не Зеленский. И это типа его план. Но мы видим по сообщению Атлантик, что Трамп тоже не дурак. Он тоже говорит, так, я соскакиваю, виноват там или тот, или оба виноваты. Ну, то есть, где Зеленский учился, там Трамп преподавал. Как вы относитесь к вот этому посылу? Действительно будет как-то так? Ну, в принципе, вы прогноз описали верно. И действительно, Зеленский и Трамп – это одного типа политики. Это мастера именно шоу-политики, цель которых получение аплодисментов. Это отличная метафора как раз Костя Бондаренко, которого вы упомянули, да. Но Зеленскому важны аплодисменты на Западе, ну, плюс деньги, да, для продолжения всей этой цирка. А Трамп играет в аплодисменты внутри своей страны, потому что его главная цель – это, ну, войти, так сказать, в состав, в сон великих президентов США. И он считает, что он это может сделать. Ну, у него, мы много раз разбирали, у него несколько этих кейсов, на которых он играет. А то, что именно так и произойдет, что, так сказать, виноваты оба, продолжайте войну, так и будет. Ну, так и будет. Да, значит, идем дальше. Вопросы от нашей аудитории. Александра, когда я слышу утверждение о том, что ядерное оружие не будет использовано, мне кажется, что это выражение утопической надежды. Ядерное оружие служит средством для сдерживания, воздействует исключительно на тех, кто способен размышлять рационально, поэтому США, осознав риск, перенаправили прицел от себя. Что касается Европы, я убеждена, что использование этого оружия становится неизбежным в условиях существующей напряженности. А вы, Семен, как думаете? Я думаю, что, как и любое оружие, оно может примениться в ходе так называемой эскалации. Как это работает, описано многократно, не буду сейчас повторяться. Ну, товарищ Демура много раз это объяснял. Да, это возможно, но эскалация на данный момент не находится на таком уровне. Мгм. Интересный такой вопрос. При захвате храмов УПЦ активисты применяли метод провокации. Они стелили под ноги прихожан, священников флаг России, портреты Путина, патриарха Кирилла. Еще раз, чтобы все понимали, о чем, чтобы долго не рассказывать. То есть, то есть постелили под ноги, наступил, то есть, ну, там, не перешагнул, наступил прям, значит, типа да, нормально. Вопрос Семену, который часто бывает на Донбассе. Там применяют подобный метод идентификации свой-чужой? И как быстро его возьмут на вооружение в том же Шереметьево? Ой, в этом как раз
принципиальная разница между обществами России и Украины и госполитикой. Сейчас приведу пример. Ну, вот сейчас я почему черно-белый, потому что я уже, так сказать, в кочевом режиме на камеру, которая у меня всегда с собой. А цветным я был, потому что я был на своем чердачке писателя в Евпатории и в том числе был в санатории Полтава-Крым. Вот, кто не бывал, лечебные сакские грязи, построенные во времена Украины. И там, знаете, никто вообще даже не скрывает, ну, как бы эту связь. Потом я еще бывал в санатории Таврия. Там, кстати, даже сохранены стенды с украинских времен. А когда вы попадете в Евпаторию на набережную, например, Терешковой, и увидите там интереснейший памятник, называется Суворовский редут. Ну, там же вот как модель, ну, часть крепости, бюст Суворова и следующая надпись. Подарок городу Евпатории от ВМСУ, ну, то есть вооруженных, короче, морских сил Украины, понимаете, да, не Черноморского флота России, а именно те, которые Украины. И никто не тронул, и никто даже не задумывается это сделать. Это пример маленькой Евпатории. Точно так же вот я постоянно бываю у своего друга, ну, как бы там частенько в районе Кунцево, да, и там вот улицы как раз украинских писателей, я постоянно радуюсь, вижу указатель Ивана Франко. И никто даже ни у кого даже в голову мысли не придумает о том, что нужно бы как-то улицы какие-то переименовывать вот, по поводу писателей. Это же упарывание, то, что называется, вот это вот оскотинивание, да, превращение человека в человека толпы, оно происходит постепенно. А вот в Молдавии, как раз в Молдове, уже этот вирус подцепили. Это про церкви. Одна из последних новостей. Вчерашняя, позавчерашняя, я боюсь соврать в каком конкретно населенном пункте, там вот по такой же схеме, как ПЦУ, УПЦ от Джимкрамов, а там происходит начало таких вот силовых захватов. Там есть митрополия Молдавская, которая находится, ну, вот как в молитвенном единении с русской православной церковью, а есть, ну, епархия Бессарабская, а это румынская православная церковь, да? И вот сначала попытались активистами захватить храм, но не получилось. И тут бац, уже вмешалась полиция. И вот эта вот бессарабская митрополия прорумынская, она абсолютно как это ПЦУ, а до этого Киевский патриархат, начала взывать к властям в Кишиневе. Нет, вы давайте, пожалуйста, заберите этот храм, хотя у них нет ни прихожан, ничего. Поэтому вот этот вирус, он постепенно проникает в тело общества. Поэтому у России есть другие проблемы. У нас там эта модель осажденной крепости может привести к тому, что мы можем оказаться вообще в инфопузыре и потерять по этому поводу адекватность, потерять связь с тем, что происходит в реальности, да, Ну, самообучиться. можно больше... Но это не связано с накачкой ненависти. Послушайте, ну можно больше Телеграм запрещать и ограничивать. Ну так нет, ну я говорю, вот такие угрозы у нас есть, самооблучение. Но это... Никто у нас никому никогда никаких флагов не стелил, чтобы что-то там проверять. Вот есть универсальный вопрос. Чей Крым? Божий, да? Семен Сергеевич, божий. Нет, ну вот я говорю, это максимум, который есть у нас. Ну, у нас вообще как среди, назовем их так, адекватников, да, вообще принято спросить человека, что он думает про Ленина и Сталина, например, да. Если человека понесет, у него крыша начнет утекать. Вот, ну, понятно, с таким человеком можно даже и не общаться. Понимаете, просто с этими вопросами дурными, да, мы в конце концов придем к вопросу, там, а ты ел сегодня вообще, да, там, а есть у тебя вода, ну, а есть у тебя там... Вопросы дурные, конечно, но вот, например, мне-то тоже многократно звонили, так сказать, мошенники сначала, а потом разные провокаторы, но я вот удивительным образом каждый раз спрашивал, чей Крым? И они прям на психоз срывались. Ну, понятно, что они многие знали, кому они звонят, да, вот. Ну, прям сразу срывались на психоз. А мне было смешно, понимаете? Потому что Крым был мой хоть в составе Украины, хоть сейчас и в советское время. Крым был всегда мой, понимаете? Вот. И мне ничто никогда не мешало считать его своим. Значит, два момента из этого же большущего интервью. Значит, переговоры в Абу-Даби зашли в тупик. Украинская делегация доложила Зеленскому, что Кремль не сдвинулся с места и продолжает требовать украинские территории.
Это сообщает издание «Атлантик». А сам Зеленский говорит: «Я не увольнял Ермака из-за расследования коррупции. У меня на это были свои причины». И еще цитата великих, да, как говорится. «Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы. Мы ничего не боимся», говорит Зеленский. «Россияне не хотят, чтобы я снова стал президентом. Именно поэтому они продвигают идею выборов во время войны». Ну, что тут скажешь? Я в шоке. Это россияне продвигают идею выборов во время войны? Это россияне. И они боятся Зеленского, но он такой готовый, потужный и мощный. Вот тут два варианта. Или это прощание, или это биполярка, понимаете? Это самооблучение в моем языке. То есть человек уже настолько погрузился в свой мир, вот, виртуальный во многом, Подожди, что хорошо, референдум. Что такое референдум? Ну, это референдум про Донбасс, да? А на той части Донбасса спросят? А на этой части Донбасса? Или это будут во Львове проводить референдум? Или в Дие, ну, где вообще не в пойми ДИИ, кто? да, проведут в ДИИ, конечно. Хорошо, Вот, и всё, и выборы, не будут выборы. париться. Кто вообще может сейчас? Кто вообще другой сейчас? Это же, посмотрите, тут логика прямая. Россияне, значит, настаивают, чтобы были выборы во время войны. Но боятся Зеленского. По факту нет никого, кроме Зеленского. Все уже подчищены, подкормлены, убраны, загнаны, выдавлены. Остается он один. И Ну, получается... нет, давайте для чистоты понимания. Потенциально вот в нынешних раскладах еще может быть Буданов, да? Потому что человека переместили на административную должность, Да, то и есть он замазали перебирает Зеленским, да. какую-то часть. Да, ну вот, ну, потенциально может быть Буданов, и, соответственно, мы находимся внутри, так сказать, ну, той же модели, как Порошенко, которого сменил Зеленский, а Зеленский сам превратился в Порошенко еще более кровавого. Ну вот поэтому даже потенциально, вот то, что мы говорим, Буданов как его сменщик, а есть одна из версий, так сказать, и у политологов, то есть почему именно Буданова передвинули на должность гражданскую, потому что ну, для того, чтобы стать фигурой авторитетной, ты должен прорасти связями. Да? Ну, если ты потом будешь перехватывать власть. В этом же была проблема Зеленского, что он сразу из продюсера на президентский пост. А почему Порошенко была в этом смысле адекватнее? Потому что он все-таки поработал в системе власти на разных позициях. И в этом смысле это может быть отчасти логично, что человек заработал, так сказать, авторитет связи в среде человека с ружьем, а теперь простраивает связи именно в гражданской администрации. Ну, а больше никто не просматривается. Ну, потенциально некий Залужный, но кем ему брать? То есть, ну, человек же сам по себе ноль, самое главное коллектив, который есть у человека. Ну, в общем, опять у нас потужное интервью. Давайте к вопросам все-таки. Я понимаю, что вопросов много, все не успеваем, стараемся короче, но полно. И все равно, как бы, друзья, спасибо вам большое, что пишете и интересуетесь. Переходите, ищите Уралова, ссылки в описаниях. И на телегу, и на YouTube канал. Если все не успеем, понятное дело, всегда можно обратиться в таком формате и в комментариях. Значит, это я так извиняюсь перед вами, что все вопросы не пройдем. Просто видите, тут Зеленский что назаявлял уже, да, пока мы тут вещаем. Значит, добрый вечер. Может ли российское общество каким-то образом сподвигнуть правительство на помощь Кубе? И еще один вопрос, как вы считаете, на данный момент элиты России компрадорские? Сейчас начну со второй части. Да. В России сейчас проходит сложный этап трансформации как раз элит. Вот. Если до этого финансовый сектор у нас был отчетливо компрадорским, вот, торговый капитал, который размещал. Вот. Понять очень просто элиты, то есть смотреть на владеющую прослойку, смотреть структуру владения и смотреть, где находятся конечные бенефициары. То есть если
владеющие там фирмы находятся за пределами страны, ну, значит, и люди, стоящие за этим, компрадорские, да. Если они находятся внутри страны, ну, тогда это можно считать там национальным капиталом или национальной буржуазией. Это что касается именно сферы капитала. Ну, а сфера государственной власти, вот у нас наконец-то с 2022 года начали процессы некой суверенизации. Но они раньше начались. Там сначала же, например, запретили людям в погонах выезжать за пределы Российской Федерации. Это не так давно началось, только в десятых. Чиновники еще до 22 года, кстати, активно шастали в страны НАТО. И непонятно, что там с ними происходило. Да? И какое количество у нас элит из числа чиновников являются компрадорскими. Это еще выяснять надо, понимаете? Потому что структура владения, она же очень сложная. У нас же раньше, так сказать, паразитирование происходило на европейском капитале, да, вот. Теперь это немножко перемещается на арабский, да, ну, поэтому роль Эмиратов, да, сильно выросла. Поэтому это сложный происходит процесс. Ну, тут у меня книга моя «Два капитала». В этом году выходит ее, так сказать, обновленная версия «Два капитала 10 лет спустя». Она как раз ровно об этом, о двух типах капитала и двух типах элит, которые зарождаются на этих капиталах. Ну, вот как-то так. Мгм. Следующий вопрос. К вам обращается Александр и спрашивает, почему Уралов считает, что антисоветчик – это всегда русофоб? Если я не поддерживаю, например, репрессии советской власти против православной церкви и ее священников или расстрельные тройки, то я тоже, получается, русофоб. Может, надо меньше слушать необразованного гоблина? Ну, во-первых, если вы из-за каких-то отдельных исторических процессов делаете выводы вообще обо всем, это свидетельствует о низком уровне мышления. Ну, не нравятся вам тройки, ну, имеете право, не нравится. Вот. Но если вы просто посмотрите глубже, да, то увидите, что так называемые организаторы большого террора, они были все наказаны очень-очень вскоре. Это же, кстати, произошло с теми, кто перегибал палку, например, в вопросах украинизации. Вот как мы уже вспоминали, уже деятеля, который застрелился, Скрипника, да, который перегнул палку в вопросах украинизации. То же самое было и с другими. Поэтому, если вы взглянете на, например, репрессии по поводу церкви, при этом же нельзя отделять, например, возвращение патриаршества, а на секундочку, кто лишил церковь русскую православную патриаршества? Цари. Да, она стала подчиняться синоду, между прочим, органу государственной власти. И только советская власть вернула вообще-то патриарха. Вот. И церковь на самом деле обрела, так сказать, своего главу. Вот. Поэтому ни в какой истории нету каких-то однозначных там черных или белых. А почему каждый антисоветчик русофоб? Все очень просто. Потому что война закончилась. И как раз форма советской власти, подчеркиваю, не коммунистической, а советской, это была форма некого примирения. Потому что советы, которые возникали от самого низа, то есть от самого колхоза и дальше до самого Верховного Совета, это как раз и был способ, в том числе и примирения по ходу этой гражданской войны. И если вы подвергаете сомнению основу создания советского государства, именно, подчеркиваю, советского, а не коммунистического, то вы тем самым плюете в душу нашим предкам, которые пережили тяжелейшую гражданскую войну и выходили из нее очень-очень-очень непросто. Общество, посмотрите на ту же сейчас нынешнюю Украину, да, сколько нужно лет, чтобы успокоилось, да, а у наших предков война была еще более тяжелая.
Вот и все. А большинство русского народа поддержало советскую власть. И это абсолютный факт. И поэтому, вот если вы становитесь на позиции антисоветчика, вот, можно как бы критиковать там левый, правый уклон, а вот именно антисоветчик, вы всегда придете по пути русофоба, считать Дмитрия Юрьевича Пучкова одного из лучших, а в 21 веке точно лучшего переводчика, например, фильмов, вот, автора множества книг, он еще и писатель, об этом просто мало кто знает, и вообще культурное явление, вот, ну, это признак малолетнего, так сказать, дебила по тому самому Пучкову. Мгм. Значит, питання. Семен, не кажется ли вам, что с нацизмом в Украине борется фашизм по всем признакам в нашей стране? Семен не лжец, отрицать очевидное не сможет. Ну, назовите мне признаки фашизма в нашей стране. Вот в книге, которую мою рекомендую прочитать, вот «Нацизм, фашизм и массовое внушение», там как раз подробно разобраны признаки фашизма и признаки нацизма. Я не вижу у нас в стране аналогов ТЦК, аналогов стай, которые охотятся на неких недовольных. Вот. У нас там правоохранительные органы закручивают гайки, да, но общество на общество не охотится. У нас нету пропаганды ненависти, в смысле убей кровожадного кликушества по отношению тех, с кем мы воюем, на, подчеркиваю, уровне. В соцсетях все прорывается. Мы это тоже давно установили, да, но это вот еще неизвестно, кто это пишет, да. Ну, то есть провокаторы могут быть. Поэтому я не вижу признаков именно. Ну, может быть, этот вопрос был, так сказать, с целью сам вопрос, ну, вывести на, ну, такую постановку вопроса на поверхность. Ну, это странно. Вопрос. Арестович утверждает, что миру нечего противопоставить агрессивно насаждаемой гегемонии Трампа и США. Никуда, мол, не денутся. Разделяете это мнение? Или возможно коллективное противостояние? Я надеюсь, что на базе Китайской Народной Республики в 21 веке образуется полюс противостояния этой людоедско-пиратской цивилизации, этому цивилизационному ублюдку всей Западной Европы, который образовался в США в ходе захвата власти после гражданской войны финансовым капиталом. Дело в том, что США, ну, как бы моя гипотеза следующая, что США не могут жить без войны, что они задуманы как государство-цивилизация во имя бесконечной экспансии. И после того, как они докатились до своей гражданской войны, только возникнув, ну, страна только возникла и уже докатилась до гражданской войны, до расизма, до сегрегации, до куклус-кланов, была принята рациональная идея, что для того, чтобы у нас не возникла война внутри, мы должны войну постоянно экспортировать. То есть где-то пофигу где. Просто это должно быть постоянно. Если мы посмотрим на их историю, каждое десятилетие 5, 6, 7, 8 войн. Поэтому они просто не могут остановиться. Угу. Дискуссия жаркая в чате трансляции о русофобах и антисоветчиках. Это прям так вы как-то так подцепили. Так антисоветчик и украинофобом становится. Понимаете же, в чем прикол? Как и произошло. То есть, понимаете, хоронили Ленина, порвали 3 баяна. Начали с Голодомора, а закончили ТЦК. Просто в мышлении не у всех эти, так сказать, шаги простроены. Но если серьезно вот начать восстанавливать, у меня об этом первая книга, нет, вторая, «Постукраина. Страна без государства». Да, вот этих вот, ну, пошагово, как эту норму смещали. Ну, тут начинают задавать такие вопросы. А вот Иван Ильин, философ, тоже русофоб. Ну, там другие люди примеры приводят, я так понимаю, людей, которые против или пострадали от Я советской резкий власти. противник гларификации Ивана Ильина. Если говорить Почему? про мою позицию, я тут полностью синхронизируюсь с позицией, например, Егора Яковлева, историка, который тоже, так сказать, птенца гнезда Пучкова,
как мы шутим, вот, у него свой проект «Цифровая история». Посмотрите его разборы и с Дмитрием Юрьевичем, и авторские разборы. Я в этом смысле солидарен, добавить мне особо нечего. Ну, хорошо. Если кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Так Кремль решится на помощь Кубе танкерами или как с танкерами Венесуэлой? Они нам особо и не нужны. Я думаю, что тут, если и будет некая партия, то это будет партия не только Москвы, но Москвы-Пекина. Вот. Скорее всего. И я очень надеюсь, что на Кубе будет не просто оказана помощь, а что к Кубе будет пришвартовано, и, может быть, это будет первое такое использование за рубежом, наша так называемая плавучая атомная электростанция. Потому что это в условиях, вот, во что превращают американцы мир, да, и готовы уничтожать. Вот именно технологии ПАТЭС, которые есть только в России, с моей точки зрения, это технологии будущего, которые позволяют поддерживать любые страны, которые американцы захотят заблокировать. Да, значит, вопрос, хватит ли на Карибский кризис 2.0? Вопрос, хватит ли... Тяму имеется в виду, я понял, все, теперь хватит ли, ну, в общем, ума, да, на Карибский кризис 2.0, иначе опять надуют, Анкоридж уже испустил дух. Это, я так понимаю, по поводу отношений США и Российской Федерации, что опять надули, да, с точки зрения Ну, обнуления. хватит ли тему, я ответить не могу. Я не представитель трансформатора власти. Я наблюдатель, так же, как и вы. И на основе фактов делаю некие умозаключения и прогнозы. Кстати, Но играть надо. Очень интересно, спасибо, так развернули историю с долларом. Сейчас же все как, вот, Россия прогнулась, вот это все, доллар, долларизация экономики, ха-ха-ха. Я тоже это видел после публикации вот этих 7 пунктов. А тут пользователь пишет, ага, подождите. А это сигнал, чтобы вовремя зайти в долларовую экономику. Когда доллар скаканет, рванет вверх за счет обезжиренной, там, ну, условно, сейчас фонды сегодня упали, ну, все ждут удара, понятно, по Ирану, но тем не менее, крипта, фонды, все это будет садиться, в общем, просаживаться и в доллар перетекать. То есть в этом же расчет, условно, Трампа на ближайшую перспективу, чтобы опять накачать доллар. Поэтому тут некоторые отнеслись так, знаете, что это не просто удочка закинута, чтобы прогнуться, а чтобы зайти в актив. Вот так. Значит, почему в Украине так любят Гитлера, как вам кажется? Такой вопрос есть. Я не считаю, что на Украине любят Гитлера. Это какое-то фундаментальное предположение. А обсуждать фундаментальные предположения очень странно. Но то, что гитлеризм, то есть как форма восхищения, ну, вот, человеком, который вел самую эффективную войну против России, как они считают, да, вот, он расцвел буйным цветом на всем постсоветском пространстве в начале 90-х годов. И я напоминаю, я сам видел, ну, прям неонацистов в Петербурге еще в 2003 году. Они уже тогда были не такие борзые, да, как в середине 90-х, но просто какие-то страны это закрутили. Ну, кстати, и в Минске были фашики в свое время, да, до конца 90-х. Везде они были. Вот где-то закрутили гайки, а где-то попытались воспользоваться этим радикальным элементом. Вот, посчитали, что могут с их помощью в том числе подавить оппонентов своих. И потом это, в общем-то, взбесившаяся стая, она сорвалась с поводка и начала диктовать условия уже тем, кто оказался при власти. Ну, так всегда бывает. Такая же судьба постигла Шляйхера, фон Папена. Я рекомендую, ну, как минимум, вот, как говоря про Гитлера, всегда немножко почитайте судьбу фон Папена и, самое главное, Шляйхера. Такой был генерал, который думал, что он самый хитрый. Сейчас он всех перехитрит. Вот, он вот тут вот стравит, значит, правых с левыми. И на этом фоне будет
рулить. Ну и вот почитайте про его судьбу, будет очень-очень полезно. Мгм. Какие такие малые реакторы продают Армении и США? Они же их не имеют таких. Ну вот в том-то и Российские, дело, что что ли? они... Нет, конечно, не российские. Они продают надежду. Вот. А, Они продают надежду и красиво возможность сказано, да? отработки новых технологий. Эта история очень похожая была на локальном уровне, когда в советского типа атомные реакторы начали совать топливо Вестингаус. А это вообще ковбойская контора из Техаса, которая не делала ни одной своей АЭС, но топливо начало производить. И вот, например, у чехов, когда заклинила одна такая топливная сборка, вот, там скандал поднялся. Эту Чехию чуть из Евросоюза. Ну, там прям такой скандал поднялся. Австрия, ну, тоже, кто есть, погуглите. И на Украине тоже начали совать вот эти вот топливные сборки. А Вестингаус компания просто использовала Украину, Чехию, еще Финляндию пытались. Но там сразу отказались от этого. Как полигон для испытания ядерных технологий. И вот Армения при таком подходе, это тоже будет полигон. Американцы же не хотят на себе использовать, ну, испробовать. Ну, вот будут на аборигенах, на индейцах. Ну и плюс продажа надежды, что все, Запад с нами, перемога, так сказать, высокие технологии приходят в Армению. Мгм. Да, друзья, очень много а, с вопросов. Тут пишут Шелест, тут там читает час, там, тут другие пишут нет, он читает с любовью. Да, читаю чат, поэтому как бы, да, вот это вот слушаю Семена, как бы играю в Гая Юлия Цезаря Это чуть-чуть. называется многостаночник. Надо правильным советским словом. Это правильно, нормально. На многих станках работать одновременно. Да, вы знаете, спасибо всем большое за то, что сегодня приняли участие в нашем разговоре, в наших вопросах, вот этих новостях, которые мы с пылу с жару обсудили, заявлениях Зеленского, вот этих всех больших процессов. Я очень благодарен всем. Мне вот из чата понравилось другое. Елена пишет, вот там, я прямо уже запомнил, говорит, ё-моё, ну, она по-другому сказала, ё-моё, говорит, свет дали впервые за весь день. А ей там же сразу пишут, откуда там вы, откуда, где это такое счастье? Она пишет, Киев. Ну, типа, знаете, как вот уже вот такая реакция, знаете. Людям очень тяжело. Вот, ну, очень тяжело. И эти люди, понимаете, они, наверное, заслуживают. Вот я хочу просто в финале, да, вот такую мысль, вот этот шлем, и завтра будут качать, и вот это все. Там Зеленский говорит, я не подпишу на плохих условиях. Память надо отдать погибшим. Как бы там, какой бы самый близкий человек не погиб, он все равно, ну там, да, его надо ходить, там, поминать, в церковь ходить, там, на могилу и так далее. Но надо же думать о жизни, о будущем, о том, как жить дальше. Надо думать, чтобы свет этот был. Я вам не просто так желаю всем добра и света в конце. Видите, как Елене повезло. Целый день не было, а тут в конце нашего эфира раз и дали. Видите, как хорошо. Семен Сергеевич, спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Свет должен быть не только вокруг, но еще и среди тех людей, с которыми вы общаетесь. Этого я в первую очередь желаю внутри пост Украины, потому что нужно беречь себя. Слишком много вокруг вас людоедов. Да, друзья, в который раз и неустанно. Добра и света. Увидимся с вами обязательно. Увидимся.